Он смотрел этот турнир, и вот этот вызов спортивный. И то есть, если он там 3 месяца назад был категорически против, то сейчас у него вот этот огонь в сердце, этот турнир, ну, как бы, он раздул. И сейчас у него уже нет этого, категорически нет. Он говорит, что если я буду в форме, то почему бы и нет. Пример Пойзулаева, Заура, показывает, что после травмы не всегда все работает так, как до травмы было. Опять же, сетка АМС, например, меня тоже заводит. То есть я могу вполне себе сбросить 85 килограмм, я сейчас вешу где-то 89-90, но я себе даю отчет, что для борьбы все-таки АМС нужно прям быть в форме. Но это интересно. Вот как спортсмена эта история меня заводит. Если Лорат начнет проигрывать, то его язык не спасет. Против такой борьбы есть контрприем. Да? То есть, когда человек борется в трицепс, главная задача вытащить такого соперника за центр стола. Спонсор выпуска – компания «Сила Руков». Продукция, которой уже давно пользуются именитые спортсмены. Огромный ассортимент товара. Резиновые петли, тренажеры для рук и предплечий, расширители грифа, большой выбор эспандеров и, конечно же, ручки для армрестлинга под любые задачи. Ручки на лямках, ручки с различными насадками, цилиндр, конус, эксцентрик и многими другими. Блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. Продукцию компании «Сила Руков» можно заказать на сайте silarukov.rf. Есть доставка по России. Также у компании «Сила Руков» есть канал на YouTube, группа ВКонтакте и оффлайн-магазин в Москве. Добро пожаловать! Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Вопрос сразу же по Дмитрию Силаеву, чему же ему не хватило в абсолютке. Точнее, выступление в сетке Дмитрия Силаева не заладилось. Вопрос по Дмитрию Силаеву. Буду сегодня категоричен ко многим мелкоборцам. У нас в армрестлинге есть такая проблема. Проблема очень, на мой взгляд, важная, несложная в решении, но очень важная. Наши чемпионы почему-то считают, что даже так, наши чемпионы почему-то стесняются прибегать к услугам тренеров. Они считают, что они все знают. И год за годом делают одни и те же ошибки. Год за годом. И в тяжелом весе таких ошибок больше, потому что тяжелый вес не такой конкурентный, как, например, 85-я категория или 90-я категория. И тяжелый вес, если обратить внимание на тяжеловесов, это та категория, где можно выжить и победить с одной техникой. Давайте посмотрим, борются, предположим, Сармат Дигуров или Алан Залоев. Это ребята универсалы, или тот же Артем Тайнов. И не выжить с одной техникой. Им не выжить без хорошего арсенала. А у тяжеловесов всегда проще, во всех видах спорта. И я с Дмитрием об этом разговаривал. Я больше чем уверен, что если Дмитрий на месяц съездит в зал Хаджи, предположим, и месяц потренируется под руководством специалиста, который со стороны подкорректирует его упражнения, его технику, то мы через месяц увидим совершенно другого Дмитрия Силаева. Абсолютно. У него огромный потенциал, у него есть свой природный талант, у него есть колоссальная скорость. Да. Но он не устраняет свои ошибки. То есть он не меняется. Он становится иногда чуть сильнее в своих сильных местах, либо чуть слабее в своих сильных местах, но не меняется. То есть и такую претензию можно сказать всем тяжеловесам. И Виталию Лаличину, и Диме Силаеву, и Зауру Пойзулаеву. Чтобы выигрывать, нужно меняться иногда. Они не меняются. Тренер, я еще повторю, то есть многие, например, я все знаю. Такого не бывает. То есть мы
чаще всего, ну, человек слаб, человек живет в мире своих иллюзий. Я сам тренируюсь, я сам с этими иллюзиями борюсь. То есть, и мы чаще всего качаем то, что у нас прет. Мы качаем то, что нам хочется качать. И вот тренер нужен для того, чтобы мы качали то, что нам нужно для победы. Чтобы мы были те углы, которые нам нужны. И со стороны это виднее. Так, вопрос от Руслана Зинятуллина, автора нашего канала. На ваш взгляд, почему канал Strong Arm растет в плане подписчиков и в плане просмотров, несмотря на то, что руководитель канала непрезентабельный, с непонятной дикцией и так далее, но люди подписываются... Я его похвалил. Я повторюсь, Руслан, повторюсь еще раз. Этот вопрос задавал, я уже отвечал, что трудолюбие бьет класс. Все всегда упирается в трудолюбие. Очень много людей запускают канал на Ютубе, делают 2, 3, 5 выпусков. У них там набирается по 100 просмотров, а не по миллиону. Они обижаются и перестают работать. А кто-то делает 6, 7, 10, 20 и собирает свою аудиторию. Трудолюбие. Это то, терпение, трудолюбие, это то, что многим не хватает, и то, что есть в достатке у Руслана. Друзья, не все знают, кто для вас снимает, пишет сценарии и монтирует ролики. Пользуясь случаем, представлюсь. Чемпион мира по пара-армрестлингу Зинятуллин Руслан. Именно я обращаюсь к вам периодически с просьбой помочь мне провести то или иное мероприятие. И благодарен всем тем, кто не игнорирует мои просьбы. В этот раз я вновь обращаюсь ко всем моим дорогим зрителям с просьбой выехать нам с командой на чемпионат России среди инвалидов. На него, если все получится, я планирую еще повезти детей с проблемами со здоровьем. Ну и ваш покорный слуга с супругой тоже попробует завоевать титул главных соревнований года. Помочь нам можно, выслав любую сумму по номеру телефона, к которому привязана карта. 8 920 177 55 61. И помните, добрые дела всегда возвращаются. Сердечно благодарю Эрика за озвучку моих роликов. Поздравляю всех вас с Новым годом и Рождеством. Оставайтесь в этом году с нами, ведь вас ждет еще очень много интересного. Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайк, если понравился ролик. И не забудьте поделиться этим видео у себя на страничке в социальных сетях. Это важно для меня и алгоритмов YouTube. Как думаете, Артем Тайнов наберет еще более лучшую форму? Мне кажется, что Артем Тайнов, он был в лучшей форме своей жизни, и сейчас не он должен набирать лучшую форму, сейчас все остальные должны дотягиваться до его формы, потому что то, что он показал на этом турнире, ну, это высший пилотаж. То есть ему нужно удерживать, и вот в данный момент напрягаться должны все остальные, а не он. Или Дениса на МС уговорите? Дениса не нужно говорить на МС. Денис не любит сетку. Он не любит сетку. Потому что ему в свое время от сетки досталось. Потому что в сетке, вот в абсолютке, в сетке на него шла охота. Вот реально охота. Когда люди договаривались, отдавали друг другу поединки, чтобы выйти свежим на Дениса. Как Денис, и Вера, у него такие не самые лучшие воспоминания, и он сетку не очень любит. Да. Но опять же, вот он смотрел этот турнир, и вот этот вызов спортивный. И то есть, если он там 3 месяца назад был категорически против, то сейчас у него вот этот огонь в сердце, этот турнир, он раздул. И сейчас у него уже нет этого, категорически нет. Он говорит, что если я буду в форме, то почему бы и нет. Поэтому вполне возможно, что мы Дениса увидим в сетке МС. То есть это вот сейчас я этого не исключаю. Но опять же, Денису нужно потянуть свою форму. Потому что, опять же, давайте сейчас мы с вами не знаем, в какой форме Денис. Да. Потому что не знаю, в какой форме Ларат. Нет, в какой форме Ларат мы знаем. Потому что Ларат провел серию армфайтов
сейчас отмотаем назад. Когда меня спрашивают, кто сильнее, вот Сидоров или Петров, ну вот в армрестлинге, образно говоря, вот они поборолись, кто сильнее? Я говорю так, в армрестлинге никогда нельзя говорить о силе, о превосходстве атлета после одного поединка. Никогда. Потому что это очень... Ну, ты плохо поспал, на 5% стал слабее и проиграл. О доминировании можно говорить только после серии поединков в течение какого-то времени, предположим, в течение года. Вот прошло там раз, два, три, там, три или четыре турнира IMT прошло, где выигрывал Сармат Дзигуров. То есть он проигрывал в предварительных поединках, но в финалах всегда выигрывал. И мы можем говорить, что да, Сармат сейчас лидер этого дивизиона. И поэтому, например, когда мы говорим про Ларат поборолся на равных. Он дал равный бой Геннадию Квиквине, сильному тяжеловесу. Он разобрал Дэйва Чефи, он разобрал Гаспарини, и он разобрал Дениса. Он провел 4 армфайта с топовыми тяжеловесами, и с 5 армфайтов разобрал еще Цветкова. Да, Ларат хорош. Спасибо за ответ, Василий. Денис выиграл у Джона, который проиграл этому самому Ирак, да, не ошибаюсь? Вроде да. Ну, в какой форме, насколько сильный был Джон, мы не знаем. То есть мы в реальной боевой обстановке Дениса еще не видели. И поэтому говорить о его форме сейчас, я понимаю, что он сильный. Да, то есть мы сейчас не судим его там с простыми смертными, да, но мне было бы интересно посмотреть его все-таки МС сейчас. Но я думаю, что сейчас он не готов на полную пройти вот эту всю историю. Полгода еще, почему нет? Какой нам всем нужно брать пример с Девона Ларата? Что Девон Ларат, это не только шоу, да, то есть опять же, не каждый из нас шоумен. То есть с Девоном Ларатом нужно родиться. То есть, Макгрегором. Да, то есть ты здесь как бы особо не поиграешь, да, то есть, но Девон Ларат сделал из себя, как бы сказать, человека-героя, да, который может диктовать в какой-то степени условия для всех остальных, для лиг, которые его приглашают. Мне кажется, он вообще для всех диктует условия. А? Мне кажется, он для всех диктует условия. Для судей, для организаторов. Это важный момент. Просто я сейчас разговариваю, даже с Олегом Кассовым разговариваю. Говорю: Олег, ты понимаешь, вот ты себя останавливаешь, в соцсети не ведешь, чего-то ждешь. И ты становишься при своих талантах, при своем огромном количестве поединков крутых, да, ты остаешься заложником мнения со стороны, хотя мог бы диктовать сам условия. То есть вот мы иногда ленимся, там, что что я буду там вести в соцсети, зачем там, я же скромный парень, я там чемпион. И поэтому ты и зарабатываешь меньше, и не можешь влиять на те условия, которые тебе предлагают, потому что тебя никто не знает. А пример Ларата показывает, что, ребят, то есть он же особо не напрягается, это не требует какого-то колоссального вложения. Он просто достаточно искренен в том, что он делает. Он может взять, лечь на пол в аэропорту и записать на YouTube сообщение 10 минут. Как поделиться своими эмоциями. Он же там не великий оратор. Он просто не стесняется и разговаривает со своей аудиторией. По большому-то счету. Вот если следить за его именно Ютубом, там 800 тысяч подписчиков, он максимально просто записывает видео. Если смотреть их внимательно, следить за всем этим, то складывается ощущение, что ты смотришь просто сериал, где он в главной роли, про человека, который в главной роли, и вот он фильм смотришь про его становление в армрестлинге.
Хотя, ну, Есть, действительно, там лежит на полу, записывает там со своим сыном, да, как он ест, там, с женой и так далее. здесь самое главное, то есть самое главное, чего боятся все наши чемпионы, все, то есть люди, которые там 10 раз уже чемпионат мира выиграли, вот эти, ну, монстры, ну, реально, вот, ну, просто вот человечище. И вот ты с ними разговариваешь, и они боятся, а что скажут другие? Что скажут люди, да. Господи, Но тут еще какая этот разница, кто американский тебе что подход, скажет? конечно. Ну, какая разница, что тебе кто-то там скажет сосед по, там, я не знаю, там, по деревне. Ну, и вот мы все смотрим на Ларата, и, ну, я так не смогу. Да все мы так сможем. Конечно, 100%. конечно, когда, опять же, когда человек, ну, как, например, Ларат, когда он заявляет, что я выиграю Дениса, конечно, это добавляет ответственности, да, ему сложнее, потому что он громко на весь мир заявил, что он Да. победит. Но Конечно, он это ему специально еще делает, для себя сложнее, в том это не числе, я делает его думаю. путь проще, это делает его Нет, путь конечно. сложнее, но он и выигрывает больше, это как бы раз. А во-вторых, друзья, знаете, я тут был на турнире UFC в Стокгольме, и вот полностью забитая 15-тысячная арена, вот Колизей. И выходят бойцы в клетку по очереди, два бойца. И ты понимаешь, что за каждым из них стоит там тренировочный лагерь полноценный. За каждым из них стоит команда, ну там, не знаю, человек 10. То есть это не армрестлеры, ну не армрестлеры, которые получают там $5000. Каждый из них получает, ну, я не знаю, там, ну 200 тысяч. То есть это совсем другие ставки. И вот они выходят в клетку, и ты понимаешь, что какими бы они крутыми не были, кто-то из них проиграет. Потому что так устроен спорт. И каким бы ты крутым был, заявляешь ты, не заявляешь, скромно, кто-то проиграет обязательно. Это спорт. И от того, что ты проиграл, ты не стал хуже. Потому что кто-то должен проиграть. Просто тебе не повезло. Просто сегодня твой соперник был сильнее. Но это не говорит о том, что ты растерял свое уважение, это не говорит о том, что ты растерял свою аудиторию, это не говорит ни о чем. А мы очень часто думаем, а что же скажут? А вот сейчас скажу, что я выиграю, а я не выиграю. И что? То есть Ну, по мы сути, ничего не боимся, поменяется. Да. да, то есть мы Да, да. боимся каких-то придуманных демонов и не делаем то, что можем сделать. И не делаем то, что может повлиять на других людей вокруг. И когда мы говорим, что там Девон Ларат, ну, Девон Ларат, он привел в армрестлинг, я думаю, что огромное количество людей, огромное количество людей стало смотреть армрестлинг, потому что они следят за Девоном Ларатом. А если бы он С этим никто молчал, не такого поспорит. бы не было. И если бы он был не, если бы он молчал, если бы он не был таким, каким он есть, даже поединок Девона и Дениса Цыпленкова не был бы таким крутым поединком. Если бы Джон Брезенко осторожничал, боялся проиграть и не лез в свое время в абсолютку, и не лез все время с тяжами бороться, он бы ни грузовик бы не выиграл, ну, в фильме «Изо всех сил», не стал бы Джоном Брезенко. То есть, кто не рискует, тот не пьет шампанского. На самом деле, такой простой жизненный принцип, который работает в армрестлинге. Вопрос от Руслана Зинятуллина, автора канала Стронгарм. В чем главная составляющая успеха в спорте, в жизни, в бизнесе и вообще в жизни? Сложный вопрос. Я думаю, что здесь принцип, как в спорте, принцип, который работает в спорте. Трудолюбие бьет класс. Да, То есть фраза из бокса. ты идешь, у тебя не получается, но ты со мной прешь. Только так и работает. Все остальное, как бы, то есть тебя талант может завести сразу в вершину, но без трудолюбия ты на этой вершине не удержишься. То есть трудолюбие бьет класс. Я думаю, что это применимо к любому жизненному занятию. Продолжаем вопросы из зрительского зала. Дзамбулат Цариев. В какой сейчас форме, на ваш взгляд?
Дзамбулат Дзамбулат? Цориев. Да. Дзамбулат. Ну, в какой он форме? Давайте так. То есть о форме атлета говорят его результаты на соревнованиях. Если мы будем брать с вами турнир АМС, а он участвовал, насколько я понимаю, во всех турнирах, и он все время в пятерке сильнейший, плюс-минус. Поэтому он в неплохой форме. Вопрос, наверное, здесь в другом. Сможем ли мы увидеть Дзамбулата там, на первом-втором месте? Но это вопрос сложный, потому что, не знаю, может быть, со мной поспорит Дзамбулат. Но здесь есть два момента. Первый момент, почему ему тяжело быть там наверху сейчас. Потому что Дзамбулат не только спортсмен. У Дзамбулата серьезный бизнес, который занимает не только его время, но в том числе занимает его голову. Потому что это то занятие, где он тоже хочет быть лучше. Там каждый год, каждый месяц это то занятие, где у него тоже стоят цели, которых он добивается. А что за бизнес? Ну, это он сам расскажет. Ну, он работает, это строительный бизнес, я там подробности не знаю, но я знаю, что это большие обороты и это большая его занятость. То есть это его бизнес, он им руководит. То есть он обеспечивает работой достаточно большое количество людей. И поэтому это занимает время, это занимает энергию. И поэтому тяжело. У него 2 детей, которые тоже требуют его времени, а он хороший отец. И поэтому ему тяжело. То есть это первый момент. Но может ли он стать первым? Может. Потому что он не боится обращаться за помощью. Насколько я знаю, после последнего турнира он обратился к одному из тренеров, чтобы ему подкорректировали программу, чтобы люди со стороны посмотрели, что не так в его тренировочной схеме, чтобы он смог измениться. Потому что он все время рядом, но никак не может сделать этого шага дальше. Поэтому я верю в него, но опять же, если мы говорим о его форме, он все время топ-5. Да, хорошая форма. Но опять же, конкуренция очень большая. В его категории конкуренция очень сложная. Хорошо. Вопрос. Стоит ли нам ждать зрелища на шоу по рукам? Ну, на шоу по рукам, были очень крутые армфайты, были очень крутые Все ждут, а что-то долго они, по-моему, затянули уже. Не один месяц. Опять же, это Монтаж. уже сложные производственные процессы тех людей, которые это делают, которые это монтируют. Смотри, здесь же не вопрос, когда это выйдет. То есть здесь, наверное, нужно размышлять по-другому. Это такой полноценный, наверное, уже кинопроцесс. Это как пилотный выпуск или пилотный сезон какого-то крутого сериала. По мне, пусть они его монтируют хоть 3 месяца, хоть 4, хоть полгода. Потому что Короче, нам стоит ждать. А? Нам стоит ждать, определенно. Главное, чтобы они хорошо это все сделали, главное, чтобы они хорошо смонтировали, и чтобы это выстрелило. Потому что в любом случае то, что они делают, они не ориентируют на нашу аудиторию, коборцев. То есть вот то, сколько было вложено денег, как там размышлял режиссер и как выстраивал эту историю, то, что они там снимали, какие вопросы задавали, какие конкурсы проводили, то есть они работают на аудиторию за рамками рукоборцев, на более широкую аудиторию. Поэтому я думаю, что у них... То есть я знаю режиссера, я видел то, что он делает, я видел его проекты в боях. Я думаю, что там очень крутой получится проект. Ну, подождем. Но я постараюсь это узнать, когда он будет готов. Вот сейчас эфир закончится, я напишу режиссера, спрошу. Василий, как считаете, удастся ли Девону Лорату остановить Ливана? Если да, то в каком раунде? Вспоминая схватку с Эрмесом. Это вопрос интересный. Это вопрос интересный. И чем интересен Эрмес? Да, то есть, вообще, чем интересен соревновательный спорт? Что
это не математика. То есть мы знаем силовые каждого из участников. Ну, вот мы когда вот был армфайт Ливана и Гаспарини, да, мы все знали, что есть непобедимый Ливан и дерзкий Гаспарини, которому ничего не светит. Но армфайт показал, что Гаспарини не только дерзкий, но чертовски выносливый, хитрый и сильный. И он показал нам слабые места Ливана. Выносливость. Вопрос в том, что откуда слабые места? Из-за того, что Ливан не считал Гаспарини соперником и не тренировался, либо он тренировался, но тренировал не все, что должен тренировать. Посмотрим. Есть еще один момент, такой тонкий, важный. Пример Пойзулаева, Заура, показывает, что после травмы не всегда все работает так, как до травмы было. И как после травмы будет работать правая рука Ливана, мы не знаем. Я надеюсь, что все будет хорошо. То есть посмотрим. Напомню для зрителей. Хватит ли силы Девону? Ну, если мы предположим, что у Ливана все будет хорошо, и он сделает ту форму, ну, максимальную, которая у него была, я бы, наверное, все-таки поставил бы на Ливана в этом противостоянии. Но просто ему точно не будет. Так просто, как было во время первого армфайта с Девоном, точно не будет. Напомню для зрителей, у Ливана была травма кисти правой руки. Сгибатель кисти. Но мы опять же понимаем, что кисть – это 90% армрестлинга. Да. Он уже начал тренироваться, уже выходит на веса, как мы знаем из его инстаграма. Но Будет опять же, интересно. он выходит на веса. Ну вот, Заур Пойзулаев. Я был в Тюмени и снимал его за месяц до первого АМС после травмы. И он в своих весах, в рабочих, ну, был там 90% он работал, 90% от своих весов. Угу. Но на турнире мы увидели, то есть, ну, мы до сих пор не увидели того Заура, которого видели раньше. И вот я сейчас с ним разговариваю, говорит, я не понимаю, почему у меня не работает правая рука. Он искренне не понимает, почему у него не работает правая рука так, как она работала раньше. При том, что в рабочих весах, ну, он неплох. Поэтому, ну, мы все знаем, что рабочие веса – это всего лишь рабочие веса. И тот же самый Денис Цыпленков в своих рабочих весах тоже был неплох. Но ничего противопоставить Девону не смог, потому что Девон просто его не пустил в его рабочие углы. То есть кисть это такая, ну, армрестлинг тонкий момент, ну, тонкий очень спорт, да, в этом плане. И от кисти очень много зависит. И не дай бог, там, вот, кисть не будет работать так у Ливана, как она работала раньше, и Девону этого будет достаточно, чтобы не пустить Ливана в его сильные рабочие углы. Все-таки кисть управляет процессом, как руль автомобиля. Также кисть в армрестлинге. Если рулевое плохое, то ну, никуда не уедешь. Но это будет бой века. Это интересно. Я жду с нетерпением этого противостояния. Я думаю, что сейчас все ждут. Я даже не знаю, с чем это можно сравнить. Да. Как, наверное, вот если был бы бой Джонса и Нгану в UFC, наверное, такого уровня противостояния сейчас, за которым будет следить весь мир. Трэш-ток от Девона Лората видели уже? Нет. Я даже перевел. Я скину, обязательно посмотрите. Что он там говорит интересного? Он коверкает на английском Ливан Ас-Энашвили. Ну, это надо видеть. Я сделал, опять-таки, повторюсь, дубляж этого. Адаптировал максимально точно, как мне кажется. Угу. Сравните, скажите, мне интересно ваше мнение по этому поводу. Как я сделал дубляж этого трэш-тока. Там короткое видео. Я скину оригинал и скину свой дубляж. Но опять же, пользуюсь Девон молодец, подогревает интерес к этому противостоянию. Да, я, кстати, с ним лично общаюсь.
могу похвастаться, консультируюсь. Я также перевожу его семинары, там сложные семинары, длинные, и консультируюсь по некоторым вопросам, потому что у них многое терминология отличается. То есть Девон Лорат часто употребляет, например, каппинг, то есть это чашечка, хотя он подразумевает кисть, сгибатели кисти, вот это все скобу, но они говорят каппинг. Я у него спрашивал, ну, что ты как бы вкладываешь? Да, и то есть не отведение, как мы привыкли, а rising, то есть восхождение у него. Ну и так далее, и так далее. Как бы я пытаюсь тоже адаптировать в своих переводах это, чтобы это было понятно русскоязычным армрестлерам, привыкшим к своей терминологии. Так, вопрос от Руслана Зинятуллина. Борьба Василия Кузнецова со Шредером и Бабичем. Почему Василий не стал бороться в их сильные стороны, а решил быстро закончить Я же поединок? об этом рассказывал уже, потому что это был первый армфайт вообще соревновательный за там, сколько получается, лет 20 и... 2002 года. Слишком много волнения и... 21 год. Короче... Нельзя было рисковать. Волнение сожрало слишком много сил, и я просто не стал рисковать. То есть это как бы, это меня не красит, это... Не-не-не, очень красит. Я от себя добавлю, Василий. Я очень хотел, чтобы вы вынесли и первого, и второго без шансов, безоговорочно, не давая ни в крюк дойти, никуда. Нет. Ну, на самом деле, я вот хотел именно так. Здесь вопрос такой, что по сути, это, с ними нужно было побороться. Реально, это не вопрос, как бы там, то есть это и вопрос шоу тоже, но это было, то есть принципиально это было бы интересно, и мне было бы интересно. Но, опять же, это вопрос, наверное, выстраивания тренировочного процесса, что ты не должен выходить на важный армфайт, не проведя хорошего тренировочного лагеря. Вот в этом тренировочном лагере мне нужно было побороться с хорошими соперниками, в соревновательной технике, со стартом, с установкой, чтобы понимать свой уровень раз, чтобы не волноваться. И я скажу так, что я вот в тот момент с волнением, то есть меня волнение сжирало полностью изнутри. Я подошел к этому процессу непрофессионально. То есть это опять же говорит о том, что когда ты сам все делаешь, ты очень часто неправильно себя оцениваешь. То есть вот я к тому армфайту подошел неправильно. То есть и меня в тот момент, и Бабич сильный парень, и Бабич сильный парень, и Шредер сильный парень. И глобально меня в тот момент спасло то, что никто из них тоже никогда не боролся на соревнованиях. Да, со старта, и самое главное, с установки судьи. Да, то есть когда я судья установил, то есть вообще им... Они поплыли. Но побороться с ними нужно было. Они как бы... Короче, каюсь.